Стой! Наконец-то можно отлучиться. Ты куда? Извините, господин полковник, я сейчас приду. Как это понимать? Он, как всегда, пошел за деревья. Да, дела у него плохи. Это опять он. Тебе газету принести? Мы теряем время. Томас, давай, пойди помоги ему. И потом заходит эта блондинка Лиза. Давай, давай, быстрее. Большое спасибо, господин полковник. Заводи мотор. Давай, давай. Ну, наконец-то, можно ехать. Все, давай, двигай. Вперед. Начальнику отделения гестапо в городе Минске. Довожу до вашего сведения информацию о том, что генеральным комиссаром Белоруссии утвержден Куба Вильгельм Рихард Пауль, назначенный на эту должность 17 июля 1941 года. Министр оккупированных восточных территорий рейхсляйтер Альфред Розенберг. 1 сентября 1941 года. С первых дней оккупации Белоруссии на ее территории начали действовать партизанские отряды. Большинство из них представляли собой подразделения из сотрудников НКВД и Главного разведывательного управления Красной Армии. Со временем эти отряды разрастались до размеров соединений в 1000 бойцов. Но начинали партизанскую войну небольшие группы профессионально подготовленных диверсантов. Метеорологи обещают дождь, а вам, майор, завтра вылетать. Кузнецов Федор Федотович, генерал-лейтенант. С 1943 года начальник управления военной разведки Генерального штаба, заместитель начальника Генерального штаба Красной Армии. После войны продолжал руководить военной разведкой Советской Армии. Садитесь. Как я уже говорил, в Минской области действует партизанский отряд «Дима», подчиненный Главному разведуправлению. Ваша задача – возглавить агентурную работу. Федоров Николай Петрович, майор, Герой Советского Союза, псевдоним «Колокол».
Окончил Ленинградскую артиллерийскую школу и военную академию имени Фрунзе. Участвовал в обороне Москвы. Возглавлял разведывательные операции в тылу врага. С 1943 года заместитель командира разведывательно-диверсионного отряда «Дяди Димы», действовавшего в Минской области. На аэродром. Ваша главная цель – ликвидация Кубы. Кубе Вильгельм. В 1927 году вступил в Национал-социалистическую партию Германии. В 1933 году женился на 22-летней актрисе Аните Линденколь. Занимал пост гауляйтера Курмарка и обер-президента Бранденбурга и пограничной марки Позен-Западная Пруссия. В 1936-м по решению Высшего партийного суда НСДАП Куба был снят со всех должностей по подозрению в коррупции и злоупотреблении властью. Несмотря на это, остался депутатом Рейхстага. 17 июля 1941 года назначен генеральным комиссаром Белоруссии со штаб-квартирой в Минске. Железной рукой Куба устанавливал в Белоруссии новый порядок. Надо, чтобы только одно упоминание моего имени приводило в трепет русского и белоруса. Чтобы у них мозг леденел, когда они услышат «Вильгельм Кубе». Я прошу вас, верных подданных великого фюрера, помочь мне в этом. Так точно. За 3 года оккупации население Минска сократилось с 300 до 50 тысяч человек. По указанию Кубы был создан концлагерь «Тростенец», 4-я по величине фабрика смерти после Освенцима, Майданека и Треблинки. С 1941 по 1944 год нацисты умертвили здесь более 206 тысяч человек. Наши люди охотятся за Кубой уже 2-й год, но до сих пор ему удавалось уйти. Охота на Вильгельма Кубе началась сразу после его назначения на должность генерального комиссара Беларуси. Март 1942 года. Минские подпольщики получили приказ отравить Кубе. Один из членов подполья, Григорий Глухов, должен был передать яд посудомойке, работающей на кухне генерального комиссариата. В последний момент от этого плана отказались, так как могли погибнуть работающие и питающиеся на той же кухне местные жители. Июль 1942 года. Группа партизан, которой руководила Мария Осипова, планировала устроить автомобильную аварию, врезаться на грузовике в машину Вильгельма Кубе. Но и от этого плана пришлось отказаться по причине сложности его реализации. Этот план никуда не годится. Слишком сложно. Осипова Мария Борисовна, герой Советского Союза, псевдоним «Черная». До мая 1941 года была членом Верховного суда Белорусской ССР. Накануне войны ассистент юридического института. Находясь в оккупированном Минске, руководила территориальной подпольной организацией, имеющей связь с Минским подпольным горкомом партии, спецотрядом Димы, отрядом НКВД «Местные», бригадами Никитина, Железняк и имени Рокоссовского. 30 августа 1942 года. В местечке Смолевичи, в 60 километрах от Минска, немецкие власти планировали отметить праздник Дожинки. Ожидалось, что это мероприятие посетит Кубе. По приказу командира спецотряда дяди Коли Петра Лопатина было заминировано здание местной управы. Куба на празднике не появился. Взрыв пришлось отменить. Руководила операцией подпольщица Надежда Троян.
Троян Надежда Викторовна, герой Советского Союза. Родилась в 1921 году в городе Дриса, Белоруссия, в семье служащего. С июля 1942 была связной, разведчицей, медсестрой партизанских отрядов «Сталинская пятерка», «Буря», бригады дяди Коли в Минской области. Участвовал в операциях по взрыву мостов, нападении на вражеские обозы, неоднократно участвовала в боях. Февраль 1943 года. Минск. Из данных советской разведки. Генеральный комиссариат располагается на площади Свободы в трехэтажном здании. У входа в вестибюль здания комиссариата 2 солдата в форме войск СС проверяют пропуска. На 3-м этаже, в левом крыле, размещается Куба со своим аппаратом. При входе на 3-й этаж вновь проверяются пропуска. За дверью начинается коридор, заканчивающийся окном. Двери комнат расположены симметрично. Справа 7 комнат, слева 6. 3-я и 4-я двери слева – кабинеты Кубы. Это советский шпион. Боец спецотряда Николай Бобровский, Лев, сумел проникнуть в здание Генерального комиссариата. Невольно выдал свое намерение убить Куба. В завязавшейся перестрелке с охраной был ранен, но сумел уйти в лес. Он повернул направо. Стреляйте в него, когда найдете. С благословения Кубы немецкие каратели и полиция бесчинствуют по всей Белоруссии. «22 марта 1943 года в 6 километрах от деревни Хатынь партизаны устроили засаду и уничтожили штабную немецкую автомашину 118-го охранного полицейского батальона Вермахта. В тот же день в Хатынь прибыл карательный отряд. Все население деревни было согнано в колхозный сарай. Тех, кто пытался убежать, убивали на месте. Когда всех людей собрали в сарае, каратели заперли двери, обложили сарай соломой, облили бензином и подожгли. Деревянный сарай быстро загорелся. Под напором десятков человеческих тел двери сарая рухнули, но тех, кто вырывался из пламени, расстреливали из пулеметов. В огне сгорели 149 жителей деревни, из них 75 детей младше 16 лет. Сама деревня сожжена дотла. В мае 1943 года в расположении партизанского отряда «Димы» приземлились майор Федоров Николай Петрович, его адъютант Сергей Иванович Хренов, военный переводчик, специалист по изготовлению немецких документов Тимофей Васильевич Зверьков и радистка Надежда Васильевна Носкова. Минск. Июнь 1943 года. Офицерский клуб. Прошу вас. Вильгельм, мне нравится эта девушка. Давай возьмем ее в дом горничной. Анита, у нас и так полно прислуги. Да, но ты же знаешь, что я не говорю по-русски. А эта девушка неплохо говорит по-немецки. Мы сможем с ней ходить на рынок, обсуждать обновки. Мне не с кем тут даже поговорить. Хорошо.
Фрау, завтра приходите к нам домой. Будете работать у нас. О переводе я договорюсь. Будете жить в нашем особняке. Kann nicht. Я не могу. Ich habe eine Schwester. У меня сестра. Ich kann sie alleine nicht Я не lassen. могу ее оставить одну. Schatz. Дорогой, пожалуйста. Wir denken etwas aus. Хорошо, что-нибудь придумаем. Мазаник Елена Григорьевна, герой Советского Союза, псевдоним Галя. В 1931 году работала официанткой в столовой Совнаркома Белорусской ССР. С 1939 по 1941 год официантка в столовой ЦК Компартии Белоруссии. После оккупации Минска устроилась уборщицей в одну из немецких воинских частей, потом работала официанткой на фабрике кухни и в казино для немецких офицеров. В начале июня 1943 года была принята на работу в трехэтажный особняк по улице Театральной, 27, в котором жил вместе с семьей генеральный комиссар Белоруссии Вильгельм Куба. Кто еще охотится на Кубы, кроме отряда Димы? Да кто только не охотится. Почитай все подполье и более 10 спецгрупп. И наше разведуправление, и НКВД. Кеймах Давид Ильич, командир спецотряда Димы. Спецотряд во главе с майором Василием Щербиной был введен в тыл противника в марте 1942 года. Группа действовала в Белоруссии в районе городов Лида, Молодечно, Минск, Лепель, Полоцк. После гибели Щербины его заместитель Давид Кеймах назначен командиром спецотряда. Отрядов много. Командиры прямо соревнования между собой устроили, кто раньше Кубу убьет. Разведуправление или НКВД. 22 июня 1943 года. 18 часов 30 минут. Минский драматический театр. Из данных советской разведки. Куба при посещении театра занимает бывшую правительственную ложу. Его местом обычно бывает правое крайнее кресло. За полчаса до прихода Кубы в театр прибывают специалисты службы безопасности СД, которые производят осмотр ложи и пространства под ее полом, а затем занимают прилегающие к ней места в партере и ложах. В результате взрыва были убиты 70 и ранены 110 немецких солдат и офицеров. Но Куба не пострадал. Буквально за минуту до взрыва он вышел из зала. 6 сентября 1943 года. Минск. Офицерский клуб. В ночь на 6 сентября партизаны заминировали помещение офицерского клуба казино. Точное число жертв взрыва неизвестно. Немецкие газеты сообщили о 16 убитых и 32 раненых эсэсовцах. Но Кубы среди них опять не было. Порой мешаем друг другу. Много шума, много жертв. И наших, и немцев. А результата нет. Немцы за каждого убитого мстят. В феврале-марте 1943 года в треугольнике Себеж-Освея-Полоцк в Белоруссии, а также в Псковской области, немецкое командование начало операцию «Винтерзаубер» – «Зимнее волшебство» по уничтожению партизан. Всего в ходе операции только в Белоруссии уничтожено и сожжено заживо 3500 местных жителей. 2000 угнали на работы в Германию. Более 1000 детей в Саласпилский лагерь смерти. 1000 людей погибли и в Псковской области. Из 9200 населенных пунктов, разрушенных и сожженных гитлеровцами в Белоруссии, 5295 нацисты уничтожили вместе со всем или с частью населения. Потери со стороны карателей исчислялись единицами, поскольку боевых операций против партизан они практически не проводили, уничтожая в основном лишь мирное население. Нельзя действовать наугад. Данных о передвижении Кубы у нас нет. Такими методами Кубы не достать ни нам, ни подполью, ни другим отрядам. Справка. Наиболее крупными отрядами, действовавшими в районе Минска, были спецотряд НКВД «Юрий», командир Куцин Эммануил Соломонович. Спецотряд НКВД «Бригада дяди Коли», командир капитан госбезопасности Лопатин Петр Григорьевич. Спецотряд НКВД «Артур»,
Командир «Золотарь» Иван Федорович. Спецотряд НКВД «Местные». Командир Ваупшасов Станислав Алексеевич. 14 сентября 1943 года. Давид Кеймах вылетел в Москву с докладом. Вместо него командиром бригады остался Николай Федоров. Однако в точку назначения самолет так и не прибыл. Товарищ командир, вам срочная радиограмма. Центр «Колоколу». В связи с гибелью Димы приказываю вам принять на себя командование бригадой. Активизировать действия на железных дорогах. Вывести из строя Минское железнодорожное депо и электростанцию Минска. Колокол центру. На участке железной дороги Вильно-Молодечно, около Сморгани, пущен под откос эшелон противника. Разбит паровоз и 4 вагона с боеприпасами. Простое движение поездов на участке составил 17 часов. Ja, Да, Jawohl, так mein точно, Führer. мой фюрер. Ich versichere Ihnen, Уверяю dass вас, niemand никто не уйдет Kommandeur от Rache. расплаты. So befehlt. Слушаюсь. Охота на Куба также не прекращалась. Проанализировав неудачные покушения, Николай Федоров пришел к выводу. Надо искать выход на ближайшее окружение Кубы и вербовать агента среди прислуги. Выйти на контакт с людьми, работающими в доме Кубы, не удавалось. Все они жили в особняке рейхскомиссара и не могли без разрешения покидать дом. Единственной горничной, которая жила в городе, была Елена Мазаник. И выбор пал на нее. Елена, Елена, ich will Ihnen etwas schenken. я хочу вам кое-что подарить. О, danke schön, Frau Anita. Благодарю вас, фрау Анита. Вы очень щедры ко мне. Gerne. Пожалуйста. С Еленой и ранее пытались установить связь разведчики других отрядов. Первым попытался это сделать разведчик Николай Хохлов из группы НКВД «Юрий». Но уже на первой встрече он угрожал ей пистолетом, требуя согласия на участие в убийстве Кубы. Эта грубость Хохлова и стала причиной отказа Мазаник сотрудничать с его отрядом. Вскоре к Мазаник пришла агент группы «Артур» Надежда Троян. И Мазаник дала согласие на сотрудничество. Но она отказалась взять с собой яд для отравления Кубы. После теракта в столовой СД подмешать яд в пищу стало практически невозможно. В сентябре к Мазаник пришла Мария Осипова. Чтобы удостовериться, что она имеет дело не с провокаторами гестапо, Мазаник потребовала встречи с Федоровым. Стой, кто идет! Осипова! Проходите. Осипова отвела родную сестру Елены, Валентину Шуцкую, в деревню Янушковичи Логойского района. Разрешите? Вот, привела. Здравствуйте. Прошу вас. Здравствуйте. Присаживайтесь. Чаю? Нет, спасибо. Вы хотели меня видеть? Вы должны понимать, что моя сестра слишком рискует. Командир пообещал переправить ее сестру и детей Валентины за линию фронта. Он предлагал устранить Кубы путем отравления. Но когда установили, что Елена редко бывает на кухне, решили заминировать постель Кубы. Для покушения планировалось использовать английскую магнитную мину Клэм МК-3 с механическим взрывателем. Отсрочка подрыва после установки мины на боевой взвод – 24 часа. 20 сентября 1943 года. Закажу ей. Я говорю ей, Хочешь, женюсь на тебе? хочешь, женюсь на тебе? Ну а она что? Ты мне спершу дах Ты мне подлатай, сначала крышу подлатай, а там поглядим. а потом посмотрим. А ну стой! А ну стой! Что лезешь у кошек? Что у тебя в корзинах? Яйки, курица, Яйца, ягоды. курица, ягоды. под ягодами? Что под ягодами? может быть? А что там может быть? Ягоды. А ну высыпай ягоды. Да кто же их потом купит? У меня 5 детей. На что жить? Добро. Ладно, Давай отсюда. иди отсюда. Стой! Яйки и курицу отдай. Отдай, Яйца и сказал. курицу отдай. Давай, иди. Ходи, сказал. Давай, иди, сказал. Поглядим. Посмотрим. Добрые яйки. Хорошие яйца. 21 сентября 1943 год.
0 часов 15 минут. Вот ЧК. Помни, после взведения мина взрывается через 24 часа. Будешь ждать ее здесь, в подворотне. За городом, в 5 километрах, организуем прикрытие. Свободен. И запомни, если появится СД, немедленно уходи. «21 сентября 1943 года. Минск. 8 часов утра. Добрая раніця, фрау. Доброе утро, фрау Елена. Доброе утро. Прихожа сьогодні. Прекрасно выглядите. Елена ходила с Миной до 11 часов. В 9 часов утра Куба, жена и дети проснулись. Простите, пожалуйста. Что с вами, Елена? На вас лица нет. У меня второй день болит зуб. Всю ночь не спала. Я прикажу отвезти вас к доктору. Спасибо. (10:00). Минск. Резиденция Вильгельма Кубы. Куба и его адъютант Вильденштейн уехали на службу. 2 старших сына Кубы отправились в школу. Жена Гауляйтера с младшим сыном Вилли уехала в магазин за продуктами. — 11 часов утра. Что ж ты неуклюжая такая? Господин рейхскомиссар отпустил меня к доктору. Я скоро вернусь. Буду ждать с нетерпением. Минск. 11 часов 15 минут утра. Добрый.
11 часов 45 минут. Ходи до меня, Соника моя. Иди ко мне, солнышко. Сядай. Садись. Ну, не плачь. Не плачь. Не плачь. Так. Минск. 12 часов 15 минут. Да. О, ja, mein Freund. Да, мой друг. Wir treffen uns von dem Haupteingang. Встретимся у главного входа. Ja. Да. — 12 часов 45 минут. Papier, bitte. Пожалуйста, документы. Хренов с пулеметом на повороте у дороги! Есть! Разбежались! Так точно! Давай, ребята! Минск. 13 часов 10 минут. Und Ihr Papier? Ваши документы. Los. Все в порядке. Nach auf. Пропустите. Снять засаду! Снять засаду! Danke. Минск. 16 часов. На сегодня вы можете быть свободны. Завтра жду вас у себя в 9:00. Да, господин комиссар. Поехали. Sieg, halt! Halt! 19:50. Деревня Янушковичи. Ходи сюда. Иди ко мне. Давайте помогу. А чемодан? А чемодан? Спасибо. Пойдем, маленький. Пойдем, маленький. 22 сентября 1943 года. Минск. 0 часов 5 минут. Danke. Спасибо. Ноль часов 7 минут. Maria, Мария, brauche heute kein Abendessen. не нужно ужина. In Sinne der Danke. Я очень устал. Благодарю. — 22 сентября 1943 года. 0 часов 20 минут. Ну вот и все. Пришли. Здравствуйте, девчата. Здравствуйте. Как добрались? Хорошо. Да ничего, помаленьку. Петренко, Я. покажи расположение. Есть. Пройдемте, девушка. — 22 сентября в 0 часов 40 минут в спальне Вильгельма Кубе прогремел взрыв. Тревога! Поднять дежурный батальон. Все патрули к дому рейхскомиссара.
Скорее! Из доклада отделения гестапо города Минска. Взрывной волной разорвало левую сторону груди генерального комиссара и оторвало левую руку. От полученных ран, болевого шока и сильной потери крови он умер через несколько минут. Его труп в полуобгоревшем состоянии был вынесен и захваченный пожаром спальни, поднятой по тревоге дежурной командой. На соседней кровати с погибшим лежала его жена Анита Куба, которая была на 8-м месяце беременности. Она осталась невредимой и отделалась только нервным шоком. 3 малолетних детей не пострадали. От удара взрывной волны обстановка спальни была почти полностью разбита. Кроме этого, вырвало форточку в одном из окон спальни. Радиограмма от 26 сентября 1943 года. Центр Колоколу. Доложите немедленно и подробно, кто конкретно готовил операцию по уничтожению Кубы. Являются ли названные девушки-исполнители вашими агентами, или они принадлежат другому хозяину? Если они ваши, то где, когда и кто их завербовал? Как они попали к вам после операции? Под вашу личную ответственность всех исполнителей сохранить и оказывать им внимание и заботу. Все участники диверсии по уничтожению Кубы будут вывезены. Ожидаю погоды. Центр. Товарищ командир, вам новая радиограмма пришла. Центр Колоколу. Дополнение. Если за этими девушками к вам придут представители других советских органов, молнируйте, кто пришел, кем направлен. Передачу девушек производить только после установления личности представителей. Получение указаний подтвердите. Центр. В Центре информации об уничтожении Кубы интересовался не только начальник разведуправления Генштаба Красной Армии генерал-лейтенант Кузнецов. В Москве возникало много вопросов. Поскольку на связь с Мазаник выходили разные отряды, некоторые командиры заявляли об их собственном участии в проведенной операции. А в Центре желали знать, кто конкретно уничтожил Кубу. Противостояние разведуправления и НКВД достигло наивысшей точки. В Минске обстановка была крайне напряженной. По городу прокатилась волна арестов. В гестапо попали многие подпольщики, так или иначе связанные с операцией по убийству Кубы. Немцы расстреляли более 300 человек. Радиограмма. 4 октября 1943 года. Центр Колоколу. Приказываю вам лично возглавить отправляемую группу людей и прибыть с ней в центр. Вместо себя временно оставьте подходящего заместителя. Вестовой! Товарищ командир, вызывали? Заместителя командира ко мне. Есть. «10 октября. Центр Колоколу. Машину даем 11 октября. Для посадки в самолет у вас есть только 20 минут. Подготовьтесь». «13 октября. Колокол Центру. В 22 часа 12 октября Колокол, Черная, Галя, Шутская с семьей и от Артура 5 человек вылетели на самолете в центр. В разведывательном управлении Генерального штаба Красной Армии был, наконец, составлен отчетный документ. Доклад по вопросу об организации убийства гитлеровского генерального комиссара Белоруссии Кубы, организаторы и исполнители операции. Убийство Кубы организовал командир диверсионно-разведывательной группы 2-го отдела разведуправления Генштаба Красной Армии майор Федоров Николай Петрович, псевдоним Колокол. Главным посредником и организатором убийства Кубы явилась Осипова Мария Борисовна, псевдоним Черная, резидент Колокола в Минске. Вторым посредником и связным между Черной и Галей был директор Минского кинотеатра Николай Похлебаев.
Исполнителем убийства Кубы является мазанник Елена Григорьевна, псевдоним Галя. О подготовке и выполнении операции знали вышеперечисленные участники. Троян Надежда Викторовна за участие в операции по устранению генерального комиссара Белоруссии Кубы удостоена звания Героя Советского Союза. В 1947 году окончила Первый Московский медицинский институт. Работала директором НИИ санитарного просвещения Министерства здравоохранения СССР, доцентом кафедры хирургии Первого Московского медицинского института. Умерла 7 сентября 2011 года. Осипова Мария Борисовна за участие в операции по устранению генерального комиссара Белоруссии Кубы удостоена звания Героя Советского Союза. После войны жила в Минске. Депутат Верховного Совета Белорусской ССР. Член Верховного Суда Белорусской ССР и Республиканского комитета защиты мира. Умерла 5 февраля 1999 года. Мазанник Елена Григорьевна за участие в операции по устранению генерального комиссара Белоруссии Кубы удостоена звания Героя Советского Союза. Окончила высшую республиканскую партийную школу при ЦК Компартии Белоруссии, а затем Минский педагогический институт. Работала заместителем директора фундаментальной библиотеки Академии наук Белорусской ССР. Заслуженный работник культуры Белорусской ССР. Умерла 7 апреля 1996 года. Жена Кубы, Анита, родила здорового ребенка. После войны она несколько раз писала письма Елене Мазанник, но, по свидетельству очевидцев, та читать эти письма не стала. С декабря 1943 года партизанский отряд Федорова действовал в немецком тылу на территории Польши. 17 апреля 1944 года в отряд прибыл связной и сообщил, что немцы ворвались в деревню Войсковице и сгоняют жителей для полного уничтожения. Федоров поднял по тревоге 30 всадников. К концу дня бой закончился полным разгромом карателей. Поехали! Вперед! Федоров приказал отряду отступать в лес, а сам вместе с 3 бойцами остался прикрывать отступление. Товарищ командир! Спасибо, пригодится. Пулемет на крышу! Есть! Волошин! В доме! Есть! Слава, сарай! Хорошо! В это время в деревню прибыл большой отряд эсэсовцев. Гитлеровцев было значительно больше. Когда отряд скрылся в лесу, Федоров поскакал вслед за ним. В этот момент его настигла пуля. После одного из совещаний Сталин спросил генерала Кузнецова: «А вы не помните, как мы отметили Федорова за его подвиг? За убийство Кубы он был награжден орденом Ленина. Больше его не награждали.
Как могло случиться, что его не представили к званию Героя Советского Союза? Нужно как можно быстрее исправить ошибку. Ради светлой памяти героя, ради его семьи. 21 ноября 1944 года был подписан указ о присвоении Федорову Николаю Петровичу звания Героя Советского Союза посмертно.